Доброго времени суток, друзья! International в самом разгаре, и мне бы хотелось познакомить вас с человеком, который очень сильно помогает нашей команде. Знакомьтесь, Дима Дакота Шимко, наш аналитик. Всем привет. Дим, вот такой вопрос. Ты в киберспорте новое лицо, нигде до этого не засветился, и вот полгода уже, как ты работаешь в Нави. Вопрос такой, как ты попал в Нави, как ты попал в киберспорт? Я думаю, что многим зрителям будет интересно это узнать, потому что сейчас все хотят пробиться в киберспорт на разные места, на разные должности. Вот как получилось так, что ты попал в Нави? Если рассказать мою историю, я, в принципе, просто смотрел игру Нави, увидел информацию на стриме о том, что там по статистике, что герои Нави проигрывают по какому-то параметру всем героям противника. Мне стало интересно, реально ли есть такая зависимость и насколько это влияет на реальный результат команды. Я по профессии программист, там немного дружу с математикой, вот, решил это проверить. То есть собрал все игры, которые были сыграны командой за прошлые 2 патча и посмотрел результат, влияние этого фактора. И получилось, что когда там определенный фактор очень низкий, то винрейт команды стремится к нулю, то есть она практически не выигрывает. А когда он высокий, выигрывают практически все игры, там, с редкими исключениями. Извини, ты о каком определенном факторе сейчас говоришь? Ну, я не буду называть, потому что если есть такая зависимость, то кто-то может об этом узнать, там что-то для себя вынести и против нас обратить. Вот, я посмотрел, высчитал эти зависимости, потом связался с Олегом ПРБ, он меня соединил, свел с менеджером Доты в тот момент, с Юджином, сейчас он менеджер CSGO. И как-то эта идея тоже понравилась, это предложение, сказали, что можно попробовать, я сделал первый вариант, там наброски свои по программе, потом показали это игрокам, они тоже попробовали, ну и с течением времени там уже стали вместе в скайпе работать и пробовать влить это в тренировочный процесс. Вот как-то так, но в целом тем, кто прям стремится попасть в киберспорт, я, может, какого-то совета не дам, у меня конкретно такой цели не было. Просто занимайтесь тем, что вам нравится. Если вы будете это делать с душой, я думаю, у вас все получится, неважно, это киберспорт или нет. То есть вот, получается очень интересная история. Ты написал прогу, сочинил ее, не знаю, как вы это там написал. Написал ребятам из Нави, и тебя взяли на работу. Было ли у тебя было у тебя собеседование, что вот, как вообще это происходило все? Ну, меня прям сразу не взяли, просто эта идея понравилась, я же говорю, показали команде, тоже были проблемы долгое время с результатами, и, наверное, это тоже повлияло, что решили попробовать что-то новое. То есть я так правильно понимаю, что вначале ты давал какую-то статистику, аналитику, и она не работала, потому что вот с составом было непонятно, что на тот момент. Ну, в тот момент я как бы просто сначала скинул демку какую-то, грубо говоря, этой программы, и ребята просто заценили в тот момент, ну и как-то там, пока игры особо не было официалок, там это отложилось на какой-то момент. Но потом уже, когда начались игры, когда вот Витю взяли в команду, решили попробовать это, пользоваться этим, там, насколько это возможно, обращать на это внимание. И тогда уже стали, я же говорю, с ребятами вот в TeamSpeak вместе работать и пробовать внедрить это, вынести с этого плюсы. На каком этапе та аналитика, которую ты даешь, помогает? То есть и какого характера она больше? Я понимаю, что, конечно, мы не можем обо всем говорить по понятным и объективным причинам, но все же в чем ты больше помогаешь? В драфтах, вот такой основной упор? Или это может быть какой-то мид-гейм информация по перемещению? Вот какие вот такие, знаешь, основные моменты? Ну, я в целом больше помогаю относительно статистики, аналитики, то есть когда у меня там есть какие-то мысли, что-то, может, и по игре скажу, но у меня нет такого игрового опыта, чтобы что-то донести игрокам, тем более, которые играли на многих интах и выигрывали многие чемпы, то есть я там не могу влить какую-то внутриигровую инфу. Ну, это могут делать только профессиональные игроки, собственно. Да, то есть у меня другие, скажем так, функции, если разделить по аспектам, основной это при подготовке к противнику,
предоставляются зависимости, которые находятся в команде противника, что они делают, там пикают, банят, какие-то предложения высказываются, что можно сделать в данных случаях против них. Тоже там это все сравнивается с другой статистикой. И после этого команда в целом все подключаются к обсуждению, высказывают свои предположения, что можно сделать. То есть, к примеру, если противник всегда берет одного героя во всех случаях, то этот герой хороший по винрейтам патчи, то не обязательно его сразу банить. То есть можно обдумать этот вариант и специально им его отдать. То есть если мы готовы играть против какого-то героя, то такой вариант можно сделать. Также некоторые игроки играют например, на саппортах, на нескольких топовых саппортах. И ты можешь потратить на них все баны, и все равно может остаться один герой. Там, например, 3-4 героя саппорта топовых есть у игрока, там, Висп, Титан, там, Земелья, еще кто-нибудь. Ты можешь все на них потратить и попытаться там кого-то еще себе забрать. А можешь просто забить на это, забанить коров каких-то, и пусть он кого-то одного возьмет. Можно поступить и таким способом. И далее мы находим эту какую-то золотую середину между статистикой, между предложениями игроков и делаем план на игру. Также все высказывают и в игровом плане какую-то стратегию, то есть что можно использовать, как там стоит поступать. И перед игрой у нас уже есть какой-то план, все понимают во время драфта, почему так происходит, почему каждый играет там на каком-то героя. В большинстве случаев, конечно, все не предугадаешь, ты не можешь знать, там, что в голову противнику придет, но в большинстве случаев какая-то уверенность есть, то есть, что все обсудили, альтернативы рассмотрены и так далее. Также, то есть в самом тренировочном процессе, когда мы играем КВшки, тоже во время пиков там, и после игр я пытаюсь по статье что-то называть, там, допустим, какой герой к нам сейчас хорошо бы зашел, то есть во время драфта, когда мы его делаем, я говорю, какие-то герои могу предложить и сказать, и против героя противника, и к нам кто хорошо идет, и кого там потестить можно. И после игры, когда сыграли уже игру, у кого-то есть какие-то выводы, там, кто плохо зашел, кто хорошо, почему, тоже можно это как-то подкрепить статистикой, что-то назвать, и у игроков это отложится в память, и потом это они могут вспомнить и использовать. А как у ребят, например, завтра важный матч там, против какой-то определенной команды. Как долго ты собираешь информацию именно об этом сопернике, и как ты доносишь это игрокам, сколько на это уходит время именно перед игрой? Вообще эти обсуждения драфтов, сколько они примерно длятся, это тоже интересный момент. Как я говорила, с программированием связан, и большая часть информации собирается автоматизированно. Мне не нужно скачивать демки, заходить, чтобы посмотреть там какие-то основные параметры, не нужно заходить на посторонние сайты, там все это выписывать, там на листике, на коленке что-то к игрокам приходить с этими бумажками, им показывать. Я могу с помощью формулы обработать там огромные массивы данных, вывести это там как-то в графиках, каких-то заключениях и показать игрокам. Я думаю, что им это проще воспринять, чем если бы это было так просто записано множеством там, вычислений на листиках и так далее. И мне проще. Я раз потратил время на то, чтобы там, создать эту часть, скрипт, программы, и на сбор этой информации уходит очень маленький период времени. Конечно, все не соберешь данным образом, но основную информацию могу получить, сразу на нее смотреть, сделать какие-то выводы, там, предложения, и уже перед игрой с игроками это все обсудить. В целом обсуждение у нас происходит по-разному, в зависимости от того, сколько вариантов может быть. То есть там, если приходит что-то новое в голову, что если они сделают так, а если мы там какого-то героя забаним, если кого-то нет. То есть это зависит от количества вариантов, которые могут быть против конкретного противника, от его пола героев, от его выступлений в последнее время. Например, на Инте множество команд полностью меняют свои драфты, они пикают на ферстпике разные, они там банят другое совсем, появляются метовые герои какие-то, и, соответственно, из-за этого все меняется. То есть перед каждой игрой информация уже новая. Я так понимаю, что вы с ребятами очень серьезно сейчас относитесь к драфтам, то есть они максимально продуманные. Но
что мы могли наблюдать на групповом этапе, это вот ребята немного брали для себя, как мне кажется, нестандартные пики. Там заходили иногда такие герои, как будто, которые, кажется, не стакаются никак. Это там Войд в одной игре, Войд, Хускар и Джаггернаут. По сути, ну что ты сделаешь с этим куполом? Вот такой расклад немного. Ну, бывают и такие моменты, вот если в целом так подумать, почему мы вначале не сильно хорошо выступили, мне кажется, все-таки немного повлиял сам StarLadder, финал, то есть то, что мы все-таки выиграли, чем перед Антом. Даже не то, что мы выиграли, а мы относились к БТС и StarLadder чисто как к тренировке. Мы там не сидели там по часу перед играми, мы там не раздумывали пики, как там что сделать. Мы просто тренировались. Конечно, в игровом процессе все старались сделать все максимально, но такой цели прям там банить всех героев, брать самых своих лучших, там палить страты и все такое у нас не было. Но получилось так, что чем все-таки мы взяли, и может быть как-то подсознательно там это дало какой-то лишний процент уверенности, что в принципе на инте так может получиться, что не нужно что-то менять, там новое придумать. В принципе, это тоже логично. Перед интом за неделю многого не выдумаешь, и это может пойти во вред, но вот мне кажется... Переоценили, что ли? Ну, не переоценили, но реально подсознательно, как-то это дало лишнюю уверенность, какую-то на какой-то процентик. Ну, лишняя уверенность, получается, в таком случае сыграла во вред. Ну да, бывает и такое. Хорошо, вот знаешь, я видела сейчас у многих команд, ну хотя нет, не у многих, вру, видела у команды OG тоже есть какие-то распечатки, то есть, ребят, вы могли видеть на стримах, что у нас лежат там желто-черные папочки, вот, там у нас есть вся информация, которую ребятам нужно по драфтам, потому что не разрешается там пользоваться телефонами, то есть ты не можешь открывать никакие программы во время игры, во время пиков, вот только бумажный источник. Вот у команды OG тоже я видела какие-то папочки, поближе мне не удалось рассмотреть, но вот интересно, может быть, ты знаешь что-то о том, что это за аналитика, что это такое, есть ли вообще у других команд подобные? Ну, насколько я знаю, насколько я в стримах видел, у очень многих команд есть какие-то распечатки, свои там заготовки на листиках, причем особенно на инте, то есть до этого это не так сильно появлялось. Я, конечно, когда замечаю, пытаюсь там что-то высмотреть для себя, вынести, там, какая команда на что смотрит, какая инфа у них есть, то есть там может быть свой плюс. И насколько я знаю, то есть у многих команд, не знаю, у большинства нет, но у многих топовых команд тоже есть аналитики, некоторые там дистанционно работают, некоторые сюда приезжают. Все пытаются вынести максимум при подготовке к инту, то есть воспользоваться моментами, которые только можно, скажем так. Если говорить про OG, из вьюхи Fucking Mad давал на Маниле во время мажора. Я помню, что он говорил, что он пытается выступать в роли как бы противника против своей команды. Мне кажется, что он имел в виду, что он вместе с Флаем сидит и пытается выстроить драфт, со стороны противника, он изучает команду, смотрит, что они могут сделать, и также сидит, вот Флай говорит, я на физфик беру то-то, что сделаешь ты? Он там тоже что-то делает, а я вот возьму то-то. Интересный подход. Мне кажется, это тоже приносит свой плюс, потому что драфт — это очень важная стадия, ты берешь себе героев и отдаешь противнику каких-то героев, и все, у тебя начинается игра, ты это больше никак не можешь поменять. У нас бывает множество таких игр, где парни все делают правильно, то есть просто играют хорошо, правильно поступают в игре, там дерутся правильно, все кастуют правильно, но в итоге просто вот проигрывают, не могут законтрить своим героем, кор-героями, кор-героев противника. И реально, ты понимаешь, что вот просто иногда не стакаются герои, и там, плохой драфт. Бывает наоборот, нам просто дают героев наших топовых, или которых мы хотим взять, которыми мы умеем играть. Мы там играем 2 игры там, по 20 минут. Бывают и такие случаи. То есть я думаю, что это реально важно, учиться на чужом опыте. Каждый день играется сотни игр в доту, можно сказать, профессиональных, хоть там и аматорки, тоже их можно учитывать. И с этих игр можно вынести очень полезную инфу. То есть не нужно играть миллион различных там КВшек, чтобы понять, какой герой с кем хорош, против кого он плох. На это все можно посмотреть и сделать выводы. Но
каждый игрок в самой игре, игрок в игре делает множество решений каждую секунду там, по всем действиям, кого бить, куда идти, какую инфу дать, что купить и так далее. И насколько бы ни была важна стата, насколько бы она ни была крутая, все равно вот эту точку в положительном результате команды делают игроки, потому что он делает действия каждую секунду. И то, что я озвучил, это только во время затишья, там, когда он фармит, когда он там что-то делает, там в драке ты вообще можешь делать там, 10 вариаций, десятки. И твои союзники, и твои противники тоже. То есть там столько всего реально зависит от их скилла. Все-таки вот эта конечная точка, чтобы подкрепить тот плюс от аналитики, который может быть. Хорошо, Дим, спасибо тебе, что ты нам раскрыл небольшие такие секретики подготовки команды. Я лично уверена в том, что эта аналитика, статистика помогает, потому что это все-таки отражается на результате команды. Несколько вторых мест и вообще, в принципе, довольно успешное выступление. Я надеюсь, конечно, что в плей-оффе мы тоже выступим успешно. У нас есть один шанс. Надо его по максимуму использовать. Желаю вам хорошей подготовки, вот, и продуктивной, что самое важное. Еще раз спасибо тебе. И напоследок, может быть, хочешь передать кому-нибудь привет или пожелать чего-нибудь? Ну, привет всем, кто меня узнал, и кто не узнал тоже. Фанатам Нави тоже хотел бы сказать пару слов. Я думаю, вы рады, что команда показывает хорошие результаты в последнее время, что мы участвуем в финалах, боремся за призовые места с топовыми командами, коллективами и так далее. Что рады ночью, там, 5 часов ночи смотреть финалы Старладдера, наконец-таки увидеть этот кубок, который команда с долгими месяцами все-таки получила. Но хотелось бы вам пожелать, чтобы вы поддерживали команду не только когда все как бы хорошо и получается, но все не очень, когда там есть ошибки, и поражения, и все остальное. Могу вас утвердить, что команда, все игроки работают всегда над собой, анализируют демки, делают выводы, мы реально работаем. Я думаю, что несмотря на тот результат, который мы на НТ покажем, мы тоже сделаем правильные выводы. И оставайтесь с нами, будьте с нами, я думаю, впереди еще самое интересное. Ребят, всем спасибо, что смотрели это интервью. И да, болейте за наших ребят. Совсем скоро увидимся на канале Натус Винцер. Пока! Пока.